Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. Июль 2025. События на пороге. Знаки судьбы. Чего вы не видите? Давайте узнаем. Иногда мы предполагаем, а потом начинаем в себе сомневаться. Потом еще проходит время, и мы понимаем, зря. И я где-то вот подсказки шестого чувства не услышал. Нас может что-то останавливать, несколько притормаживать, возвращая именно к нашим ощущениям или к тому, что уже когда-то было, какой-то пережитый опыт. И если нам кажется, то вполне вероятно, нам это не казалось. Но давайте не будем забегать вперед. У нас сегодня две колоды. Цыганский оракул Сибила и 78 дверей. Открыты звери или закрыты? Каков ключ? Что нам предстоит сделать, чтобы открыть их? Итак, знаки судьбы. Чего же вы не видите? С чем это связано? И колода оракула создавалась очень давно. Перепечатывалась, понятно, но ни изображение, ни значения, они не менялись. Поэтому переложим все то, что нам выпадет, на нашу современность. Будем гибче, адаптируем под наше сегодняшнее время. Так чего же вы не видите? Она слишком конкретна иногда, эта колода. События на пороге, как знак судьбы. И события июля с первых дней месяца. Чем придется заниматься, мои дорогие водолеи? Или, в принципе, углубиться, может быть, в какую-то сферу, или пусть это будет связано просто с вашим восприятием, мы узнаем. И, может быть, карты дают подсказку учесть этот момент на любые сферы жизни. И, коли цыганская тема у нас сегодня активна, продолжим ее такими вопросами. Что придет? А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? Что не упустить? И чего опасаться? Нужно быть внимательным. Итак, чего же вы не видите? Вот карта печаль. Нам показана леди, которая явно погрузилась в свои воспоминания. Она никуда не спешит. Есть какие-то радужные минуты, мечты, может быть. Может быть, это было и была, точнее, какая-то личная история. Это мы что-то хотели осуществить. Нам не говорят, по какому поводу. Мы можем печалиться, но явно пошло что-то не так. Или не оправдала свои ожидания, надежды. Может быть, это связано с конкретным человеком. И вуаль на шляпке говорит о том, что она не хочет, чтобы кто-то видел ее взгляд. Может быть, не хочет, чтобы кто-то видел ее слезы. Может быть и так. Поэтому есть печаль, но вокруг ничего не происходит. Если мы так будем реалистами и посмотрим, чего вы не видите. Вы не видите каких-то обстоятельств, мои дорогие водолеи, погружаясь на глубину своих воспоминаний. По печали ведь это всегда воспоминания. Это то, чего нет в реальности. Вот нам показан корабль на заднем фоне в этой карте. Корабль – один из символов Меркурия, удачи и перемен. Так вот, кто-то из вас ожидал, что вот перемены пойдут именно определенным путем или будут разворачиваться события. Но мы с вами живем в эпоху перемен. Тут иногда все переворачивается с ног на голову. И если мы говорим об июле, ваша планета, управитель Уран, она входит в знак зодиака Близнецы. И тем не менее, мы можем печалиться по какой-то ерунде, я бы сказала так. Ведь эта карта ни о чем. Потому что все спокойно. Тут нам самим нужно с чем-то внутри определиться. Или принять ту реальность, которая случилась, произошла. И идти дальше. Нам будет важно не застрять. Перемены уже как будто на пороге. Это правда, мои дорогие. И Уран себя чувствует в Близнецах намного уютней, нежели это было в Тельце в предыдущее время. Больше инноваций, больше жизненной активности, энергии. Не время, я бы сказала, печалиться. А вы этого можете не видеть. Что же там на пороге? А на пороге у вас какое-то известие, какая-то возможность. Может быть, буквально составление документа или получение какой-то очень важной бумаги. Вполне вероятно, это новость просто сама по себе, которая связана
с теми новостями, которые мы слышим как средство массовой информации, или какая-то общая температура по больнице, или вот в мире то, что происходит, смотря какие ваши планы, куда вы собираетесь отправиться, что вы намереваетесь сделать. И для кого-то я могу предположить, вот именно эта внешняя история или внешняя, обстановка в мире, она тоже на вас оказывает влияние или складывает какую-то концепцию построения ваших желаний и перевода в какую-то конкретику. И, возможно, это будет связано с документами, и вам вполне вероятно то, что вы услышите, вам приходится перестраивать, переделывать. Или вы видите, ага, к примеру, один путь закрыт, вот так вот не получится. Или не получается в каком-то сроке. Тут ведь можно печалиться из-за того, что думали будет сегодня, а нет, тут надо еще подождать. Вот есть вот такой тонкий нюанс. Но все же, карта говорит, держи руку на пульсе. Это то, чего вы не видите. И даже если вы получаете какое-то известие, мои дорогие водолеи, ваш знак зодиака, он символизирует, по сути дела, интеллект. И способность за счет Урана менять быстро жизнь, менять где-то из себя самого или саму себя, в зависимости от того, что происходит. Но для вас не время уходить в какую-то печаль или, в принципе, начать рассматривать, что же было раньше, какими методами вы пользовались прежде. Здесь, скорее всего, это не сработает. И вы, по сути дела, не видите, что вы стоите на пороге осуществления какого-то желания. Мы можем и бездействовать, или мы можем, наоборот, настаивать на своем, потому что нам кажется что-то правильным. Но тут, с учетом второго аркана, это называется посыльный, и буквально какое-то письмо, бумагу вам передают, и значит, вам для чего-то это нужно. Пусть это будет сообщение от конкретного человека даже. И вам нужно подумать, как вы с этим будете взаимодействовать. События с первых дней месяца, и у нас утешение. Ну, наверное, эта карта суммирует все то, что я уже сказала. Ваша задача увидеть какой-то новый инновационный путь. Или вашу мечту, мои дорогие водолеи, или то, что вы хотели осуществить, переложить как на новые рельсы, какой-то новый вектор направить или разработать новую стратегию, тактику. Ведь утешение – это всегда не есть как завершение какое-то жесткое, когда нас ломает. Или, я бы даже сказала, не старайтесь что-то сами сломать. Здесь не время будет, и вы можете этого не видеть, вы можете быть по какому-то вопросу уверены, а здесь именно печаль-то происходит, потому что думалось одно, а по факту получается другое. Или пусть, повторюсь, это будет связано с какими-то задержками, или пусть это связано с тем, что конкретный человек себя проявляет каким-то другим образом. И тут ведь у каждого тоже по-своему. Мы ведь не знаем, может быть, у человека, на которого мы рассчитывали, или с кем мы уже сложили определенные контакты, вот у него в жизни тоже что-то меняется. И это связано, опять же, с обстоятельствами. Здесь сами обстоятельства несколько реструктурируют ваши планы, именно реструктурируют, но не отменяют. Может быть, в какой-то части и есть заминка, или в какой-то части вам нужно внести коррекцию, потому что утешение говорит, что нет, не все потеряно, будем говорить вот так, но или все не совсем, как ты предполагал, водолей. Тебе нужно сейчас вовремя быстро перестроиться, адаптироваться. И, может быть, если что-то даже дает тебе такие намеки, предвестники, что что-то уходит или что-то завершается, вы не должны это проигнорировать тоже. Может быть, это какие-то первые звоночки. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие, к любой информации. Включите свою интуицию. Так что же к вам придет? Давайте узнаем, что придет. Королева мечей. Если мы как придворную карту двора рассматриваем королеву мечей, это ваш знак зодиака, и мечи это замечательно, это рационализм и интеллект, опять же возвращаюсь к этому. Но, видимо, приходят, знаете, какие-то, правда, воспоминания, здесь какой-то сон. Может быть, это ваша мечта, это ваше желание. Но они не должны оставаться вот таким эфемерным облаком. Это нужно как-то переложить
на реальную жизнь и рассмотреть, я бы сказала, какие-то альтернативные варианты. Немного непонятно, поэтому давайте я с учетом предыдущих 3 карт, я хочу достать, с чем это связано. В чем же вам нужно, может быть, определиться или какой метод использовать. А вот вы можете думать, кому мне буквально двери открыть. Хотя мы можем находиться с любой позиции, любого героя. Это мы можем пытаться кому-то, да, с подарком настроиться. И нам вроде дверь открывают, закрытой двери нет. Но нам ее пока приоткрывают. Поэтому вам тут как подсказки интуиции или даже в том, что происходит вокруг вас, я уже говорила об этом, есть тоже, знаете, как, ну, своего рода вам судьба дает возможность что-то просчитать или предположить какой-то альтернативный вариант. Мои дорогие, вы можете его не видеть. Вы можете застрять в какой-то печали или думать, эх, у меня вот одно дело не получилось, и все, значит, ну уже теперь это не получится. Вас все карты настраивают на то, что если у тебя что-то не получилось, это время менять методы, это время менять самого себя. Потому что именно с такими методами ты не добьешься успеха. Ты не осуществишь свою мечту. Или ты не сможешь переехать, к примеру, да, если это вопросы касаются переезда. Тут придется где-то что-то перестраивать. Или самому, может быть, искать какие-то новые варианты. Вполне вероятно, это и вы с другой позиции. Вот как эта девушка. Это вы ведь тоже можете приоткрывать двери. Но и карта где-то дает совет. Приоткрываю эту дверь. Ты сначала изучи. Да, нам человек с коробкой стоит. А что в этой коробке? Мы еще не знаем. Рано делать выводы, мои дорогие. Мы, чтобы не попались в просак, нам не нужно как какую-то мечту ставить, знаете, как будто это уже есть. Или вот есть такая прекрасная поговорка: не дели шкуру неубитого медведя. Подождите, правда, пока еще не делите. У вас в вашу жизнь приходят или могут приходить новые люди, новые контакты. Но не стоит пока грандиозные замыслы строить, потому что здесь еще пока немножко зыбко непонятно. Если не будет грандиозных замыслов по поводу конкретной персоны, все-таки у нас 2 человека, правда? И поэтому у кого-то вот эта пара проиграется по работе, а у кого-то в личной жизни. Поэтому насладиться моментом, потому что есть все равно, что вас радует, есть какой-то подарок, есть какой-то сюрприз, какая-то приятность. Но себя самого остановить и сказать: я живу в моменте здесь и сейчас. Я вот в этой реальности живу, и я пока не бегу впереди паровоза. Это не значит, что мы не строим планы. Тут скорее мы лучше даже и больше будем строить планов, но мы по-другому на это смотрим. Мы смотрим уже с позиции рационализма. Мы понимаем, что, скорее всего, потом нам придется еще раз что-то корректировать. Что идет? Тут, наверное, от наблюдения к действиям у вас переход, мои дорогие. Какое-то время, правда, или ожидание. Наблюдение за чем-то, за кем-то. Оно словно затянулось. И опять же, двойственная карта. Тут явно, мои дорогие водолеи, у вас есть какой-то союз. Либо он касается вашей деятельности, или партнеров по бизнесу, или это партнеры по личной жизни. Может быть, это и какой-то родственник, или друг. Но все мы абсолютно разные. Опять 2 персон нам показаны. И мы можем быть как вот этим молодым человеком, который, так, знаете, словно слился с толпой, да, вот есть такая фраза: вот он одет, шорты, маечка, кепочка, и, собственно, и глаз не видать, и вот эти кеды на ногах, ну, ни о чем, никакой образ. Стоит этот облик человеку поменять, и все, и мы человека тоже не узнаем, правда? И где-то это вы могли быть в такой вот позиции, когда кто-то из вас, по крайней мере, вы словно в тени находились. И нам, кстати, тень и показана. Мы просто наблюдали, что-то анализировали. Может быть, за каким-то конкретным человеком. И я могу допустить, какая-то история подходит у вас к развязке. И время, наверное, перейти уже теперь к каким-то более конкретным действиям. Вполне вероятно, и вы можете находиться в роли вот этого импозантного мужчины, который сам открывает двери своего богатого дома, и вот он выходит. И тогда будьте внимательны, мои дорогие водолеи. И вполне вероятно, что кто-то за вами наблюдал.
Кто знает, может быть, эта конкретная персона сделала какие-то выводы. В зависимости от тех выводов, которые сделал человек, мы можем получить какое-то известие. Но это само по себе уходит. И вот с известием, если какая-то данность, реальность, она открывается, но есть какой-то процент нашего сожаления, что не все вышло так, как хотелось бы. Давайте посмотрим, что же будет продолжаться. Тем не менее, нам говорят, что перерокировка какая-то. Трансформация, можно сказать, ну, такая мягкая, потому что очень добрая карта, тройка жезлов, будущее. Вы все равно идете вперед. Представьте себе на минуту, что то, о чем вы сожалеете, это, ну, как знак судьбы к тому, что вам по судьбе было что-то пересмотреть, переиграть, может быть, к самому более милосердно относиться, и даже если что-то у вас не может быть продолжено в данном контексте, значит, нужно быстро перестроиться, мои дорогие. Помним, Чарльз Дарвин сказал: выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться, адаптироваться, иными словами. И я часто говорю, помните, вторая половина 2025-го – это время адаптации. Время задавать себе вопросы, кто рядом со мной. Кто рядом со мной останется, когда все маски будут сброшены. Вот, наверное, в надежных партнерах пусть их будет один-два. Один по работе, другой по личной жизни. А то и вообще даже один, пока мы ищем себя. Ведь это очень важно. И я бы сказала, в наше сложное время это даже больше, чем многое. Это правда. И эта карта будущего говорит о том, что тем не менее будущее у тебя на пороге. Вы действительно чего-то не видите. Я говорила здесь по тому кораблю, который на заднем плане. Ведь это перемены, это возможности, это исполнение какого-то желания. А мы вот уперлись словно в одно что-то или в наше какое-то представление. И мы хотим, чтобы вот было так, а не эдак. А жизнь нас поправляет, вот я бы сказала, всего-то. Но вы можете, это как знак судьбы, сделать из мухи слона. Тут нужно перестроиться самому. Хорошо. Чем не соблазняться, девятка кубков у нас выпадает. И вообще это карта самодостаточности, это карта прибыли, это карта возможностей, это карта, ну, где-то изобилия, процветания, богатства, прихода денег. Может быть, не рассматривать какую-то позицию однобоко, только именно как денежный, какой-то меркантильный вопрос. Карта призывает быть внимательнее к финансам, мои дорогие. Нет закрытых дверей, но не соблазняйтесь, может быть, и тем, что вам предлагают какие-то золотые горы, кисельные берега, или вложить во что-то деньги. Сами себя страхуйте, переходя по каким-то ссылкам, проверяйте пароли аккаунтов. Не время расслабляться, я бы сказала так. Нам показан человек, который отдыхает. Вот чем не соблазняться? Каким-то отдыхом или каким-то праздником. Вы сейчас ресурсны. Но вам, мои дорогие водолеи, как в спорте, поднажми в конце. Не растрать свои силы попусту. Не растрать куда попало то, что тебя питает. Не время отдавать свои силы. Время их кумулировать и перестраивать в будущее. На что соглашаться? Посмотрите, две девятки. Тема перемены и то, что перемены на пороге. Это правда. Уже что-то меняется. Вы этого не видите. Кто-то из вас, наоборот, мы ведь все разные, может вот по этой карте печалиться, впадать в какой-то стопор, я такое допускаю, потому что мы на глубине своих мыслей. Мы вообще тут ничего не видим. А у кого-то сейчас наоборот. Может быть, получилось какое-то дело, мы говорим, выгорело, да? Или какая-то важная сделка произошла. Вы тоже можете быть на таком вдохновленном подъеме, ну, как восторг, у кого-то такое тоже может быть. А карта говорит, от этим не соблазняйся. Мои дорогие, любые эмоции вам словно противопоказаны, как с минусом, так и с плюсом. И поэтому вот я теперь понимаю, королева мечей. Я говорила, это рационализм и интеллект. Вот это ваше все. Две девятки. По нумерологии это число перемен. И это вибрирующее число. Если мы перевернем эту девятку вверх ногами, мы получаем 6. 6 это всегда победа или вершина нашей активности.
даже по нумерологии, да, все наши действия, они состоят условно в 6 этапов. Почему вот существует китайская гексаграмма, то есть 6 все равно. Так вот, вы уже достигли чего-то. Но вот теперь хочется действительно расслабиться. А карты нам говорят, а нет, этому не время. Все карты об этом говорят. И причем, хоть и здесь у нас девятка кубков, но это о вашей самодостаточности, о вашем богатом внутреннем мире, о вашем богатом интеллекте. Так вот, нельзя себя пускать в тираж. Но еще и карта говорит, деньги. На что соглашаться? Денежная тема. Тема номер раз. И здесь нужно быть аккуратному. Вы сами, вот как эта прекрасная дева в лиловом платье, открываете двери. Но кому вы их откроете? А перед кем они будут закрыты? Решать вам. Я пару минут назад сказала, кто рядом с вами, ваше окружение. Вот продумывайте. Для вас это очень важно, потому что, правда, вот эти перемены, они только начинаются. Кто-то может ждать, когда же это завершится, и даже не видит, что это начало чего-то нового. Чего опасаться, мои дорогие водолеи? Иллюзий. Иллюзий и потери времени, ожидания. По королеве кубков мы погружаемся, опять же, на дно собственных эмоций. Вот, ну, ничего в наших эмоциях не есть, как из правды, из истины. Это лишь наше восприятие. И эмоции – это где-то эквивалент нашего сознания. Сознание, помним, это великий шаблон. Это как в компьютере программа, которая уже написана и работает наше сознание. По привычке, мои дорогие, опять же, программа. Привычки бывают разными. И нам казалось, мы спрашиваем у своего сознания, как мне поступить. А сознание нам выдаст тот вариант, который заложен в программе. Вот важно понимать, что сознание – это действительно шаблон. И у нас в июле ломка шаблона. Хотим мы или нет, какие-то перемены продолжатся. Поэтому чем быстрее мы возвращаемся, вот знаете, так цепко, с критическим мышлением в нашу реальную жизнь, начинаем анализировать, и вот именно интеллект. Ведь мы говорим интуиция. Что такое интуиция? Это великолепный тандем пережитого опыта и интеллекта. Соедините одно и другое, и у вас получится какой-то шикарный узор. Куда приложить усилия? Куда приложить свои ресурсы? Может быть, и деньги. Хотя про деньги, я бы сказала, тут нужно все просчитывать. Ну, тогда, опять же, интеллект, аналитика, да, или логика. Здесь нужно видеть на пару шагов вперед, предполагать, по крайней мере, и быть готовым корректировать планы. Но ни разу не соскользнуть в эти эмоции или соскользнуть в какую-то привычку. Потому что мы думаем часто, что сознание, оно нам предложит какой-то более удобоваримый вариант. Проанализирует наш мозг, наш компьютер личный, да? Но нет, он может проанализировать лишь то или ту программу, которая в него заложена. А вам нужно самим сломать этот шаблон. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. Поэтому, правда, не делайте из муки слона. Вернитесь словно в реальность, и многие вещи откроются сами. Я благодарю вас за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.